Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард. Сегодня я буду заполнять орнаментами мой рабочий скетчбук. Коротко обо мне, если интересно. Такие виды из моего проектного скетчбука. Книжная графика, белая графика. Это именно проектирование, ландшафтный дизайн, архитектура и интерьер. Уже раньше приносил на листы много орнаментальной графики. Также я буду поступать со следующими листами. Для того, чтобы мой скетчбук выглядел очень симпатичным. Уже он вот такой. И я пойду вот в этот угол. Тут я уже чуть-чуть разрабатывал шезлонги и детские какие-то, что вспоминал Колоссео в эскизе балясин и делал планировку небольшой детской зоны. Принесу в эту область орнамент, и будет хорошо. Начинаю с такой простой условной формы. Уже стараюсь ее чуть детализировать. Начинаю разводить в разные стороны такие вензеля. Добавляю идею листочков. И постепенно начинает вырисовываться примерно вид того, что я ожидаю. Тема для меня не очень освоенная, эти орнаменты. Я думаю, положу в конце видео фотографию вот этого рисунка, для того, чтобы можно было радостно с него срисовывать. Вернее, положу его в описании к видео, и вы сможете, если вы захотите, попробовать перерисовать его. Если вы хотите поупражняться в простых орнаментах, в простом рисовании. Ссылка будет в описании, в комментариях под видео, в закрепленном комментарии. Подчеркиваю интенсивные тени. Это обычно очень хорошо работает. Надеюсь, что лист не пробьет насквозь, а только даст интенсивную черноту и ритмы. Вот он уже становится интересный. Заверну его в ту сторону. Вот так. Я постепенно просыпаюсь. Это мой утренний фитнес. Кто-то делает зарядку, а я делаю скетчинг. Такие развлечения архитектора-пейзажиста. Провожу линии за линией и думаю о том, что не мешало бы кофе. Добавляю штриховки. Стараюсь, чтобы каждый штрих шел по форме, описывал форму предмета. Туда постепенно приходят листики, и форма заполняется. Одновременно и более простой, и более сложный. Когда фантазии уже немножко тяжело, я стараюсь добавить теневые области, которые расставляются по местам. И как бы организуют то пространство, которое я уже нарисовал. Тут же повторяю историю с объемом. Таким образом. По-простому, по-быстрому. У орнамента получается. И наполняю его большим количеством точек в местах, которые являются основой. Не элементами орнамента, а между элементами орнамента. Смотрю на лист и думаю, что могу завернуть орнамент и сюда. Соответственно, композиции остальных моих рисунков. Он может быть слишком близко подходит к предыдущим скетчам, но они должны контактировать. У них нет социальной дистанции. За окном барабанит дождь. Не знаю, слышно ли вам. Вот он, питерский красавчик. Да. Подчеркиваю все небольшие моменты. Ищу, где могут вырисоваться новые формы, сообразно тому, что уже нарисовано. Точно так же прихожу сюда вот этим интенсивным черным тоном. Орнамент получается довольно абстрактным. Невозможно много. Я стараюсь, чтобы линия моя ходила максимально свободно и легко. Для этого стараюсь максимально расслабить руку. Сделать так, чтобы ей ничего не мешало. И тем более в ней не было никаких зажатостей. Я за этим слежу постоянно. Если вы хотите добиться легкости движения вашей руки, ее нужно расслаблять. Так постепенно. Вот у него появился угол, оформленный орнаментом. Уже сижу довольный. Подчеркиваю детали. Всякие разные вкусности. Думаю, что еще одна тренировка прошла не зря. Хотя, в принципе, конечно, грубовато. Я думаю, нужно более деликатно это отрисовывать. Хорошо, плохо, на самом деле без разницы. Потому что я знаю, что только фрагмент тренировки.
Просто постоянные тренировки, они приведут к легкости, к естественности движения, так же, как и в других подходах к скетчингу. Нужна практика, практика, практика. И вот эту практику я себе нарабатываю радостно. Чем больше и интенсивнее эта практика, тем проще мне ее делать. Это же как в спорте. Делаешь подход, 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 и все получается. Если нужно подтянуться 30 раз, если ты подошел и сделал 1, 2, 3 попытки, 5 попыток, то странно ожидать результата. Нужно делать попыток намного больше. И тогда придет легкость, и все получится. Все будет легко, гармонично и естественно. А это приносит удовольствие. От того, чем занимаешься. И радость жизни. Смотрю, как эти нарисованные орнаменты перекликаются с друг другом. Вот этот немножко неловкий, вот этот уже бодрее и яснее. Но он много берет на себя. Вот здесь главная штука, здесь дополнительная штука. И эта дополнительная штука, она перенимает на себя, конечно, внимание. И это проблема, это баланс. Но я надеюсь, это все нивелируется тренировками. То есть я начну автоматически выстраивать гармонию между вот этими элементами и этими. Сейчас пока процесс самообучения, это немножко трудно. Я набираю тычкование и думаю, помещу еще один фрагмент вот сюда. И может вот сюда. Ну, чего долго ждать. И вот так как-то. Может быть, вот так. И радостно дополню это все интенсивным челом. И, в общем, вот я резюмирую мою разминку с утра. Получился такой орнамент вот в этом углу. Все эти фрагменты орнаментов я сфотографирую и выложу в закрепленном комментарии к видео. Если вам подходит, то можно их скачать и рисовать по ним. И рисовать одновременно с моим видео. Так они выглядят на листе вместе с графикой. Конечно, немножко грубовато. Сильно перетягивают на себя внимание. Я думаю, наверное, нужно просто потоньше взять линер. Ну, хотя, в принципе, довольно эффектно. Про материалы. Это линер Winsor Newton, Fine Liner. Это маркер Good Mark, да. Долото у него вот такой вот, а у этого вот такой вот. Сам листик получается вот такой. И пример еще с листиком, уже обработанным чуть. Ну и вот этот очень интенсивный. Здесь только входили чуть-чуть орнаменты. Такие листы еще нужно будет заполнять. В общем, такой графике и посвящен мой скетчбук. Это вся такая большая история, по которой я делаю курс. По ландшафтному архитектурному скетчингу и по интерьерному тоже. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и внизу в описании к видео и в закрепленном комментарии будут вот эти вот рисунки, которые можно использовать как рисунки для срисовки. Смотрите видео, смотрите на рисунок и повторяйте это орнаменты, если они вам понравились. А меня зовут Кичигин Эдуард. Всем чао-чао. Пока.